Девчонки, привет! У нас сегодня видео про перестановку рефилов. Я знаю, не всем такое интересно. Видео будет коротенькое. Оно, скажем так, в формате держу вас в курсе, потому что я вот это все сделаю, а потом буду делать инвентаризацию, чтобы не было вопросов, куда делись некоторые продукты. Начну вообще с не очень интересного и важного, и эстетичного. Я купила новый гель для бровей по совету. Это гель от турецкого бренда Mara. И здесь просто очень большая упаковка. Он новый. Я им пока не пользовалась. Но он меня напрягает тем, что он в очень странном пластике. Очень странном. Здесь вот такое вогнутое дно. Короче, он очень объемный, и я не буду такое хранить. Поэтому я взяла баночку от своего старого геля для бровей, тоже турецкого, и просто переложу туда-сюда эти гели, потом вам покажу, чтобы не удивлялись, потому что я его показывала и в покупках косметики, и буду показывать в инвентаризации, но в этой банке этого геля уже не будет. Еще один продукт, который поменяет свой домик, это вот такой вот хайлайтер от Xixi. Он очень красивый, я его брала осенью. Но, сами понимаете, меня не устраивает его упаковка. Я не буду такое транспортировать, я не хочу такое хранить. Он не влазит у меня ни в один органайзер, но он красивый. У него красивый искристый такой оттенок с блесточками. И он меня устраивает, он на прозрачной базе. Что я думаю? У меня есть вот такой вот хайлайтер от Ofra. Он участвует в 100 использованиях. И он мне не очень нравится по своему эффекту на лице. То есть у него красивый такой оттенок. Но он слишком плотный и ложится гладью. Я думаю, вы заметите разницу. То есть отдельные искорки в Xixi и такая подсвечивающая гладь в Ofra. Мне не очень нравится, как сочетается текстура и эффект данного хайлайтера с его цветом. Поэтому я ничего перепрессовывать здесь не буду, ничего вставлять не буду, потому что здесь очень нестандартный рефил. Что я буду делать? Я просто его выну из этой огромной упаковки и просто вставлю вот сюда. Просто положу сверху там и буду использовать вместе эти два рефила, а потом посмотрим, что с ними делать. Может быть, оба их и расхламлю, когда Ofra достигнет 100 использований. То есть я планирую наносить их вместе. Ну, сейчас тут не нанесется, но кистью будет наноситься. И мне кажется, что просто вместе будет эффект лучше. Эффект будет легче, и два хайлайтера на лице будут смотреться именно так, как сейчас мне по вкусу. То есть в итоге я просто избавляюсь от упаковки. Далее, что я еще хочу сделать? У меня есть вот такой вот хайлайтер от Catrice. Оттенок у меня это 020 Supreme Rose Beam. Мне он очень нравится по качеству, и в свое время я его уже как-то добавляла в Project Pen, и на самом деле здесь есть значительное углубление. Не знаю, видно вам или нет, но оно есть. И здесь очень красивый носибельный оттенок. По качеству мне нравятся эти хайлайтеры от Catrice. И у меня есть палетка Kevyn Aucoin, и в нем есть пустой рефил. Вот он, недавно он опустел. Я планирую перепрессовать этот хайлайтер вот в это отделение. И у меня будет полноценная палетка, потому что сейчас я ей практически не пользуюсь, а зря. Она лежит уже очень давно. Я планирую сделать ее для себя универсальной. Здесь получается два оттенка скульптора. Здесь есть румяна. Я думаю, по звуку, как я набираю с рефилой, слышно, что очень такие... Они сухие, эти текстуры. Здесь есть что-то типа бронз-блашер, да, то есть румяна-бронзер. Здесь есть рефил, который можно использовать как подсвечивающую пудру. Сейчас нанесем. Вот эти непонятные румяна рыженькие. Плохо нанеслись эти пудры. Эту палетку надо заканчивать. Консистенция у Kevyn Aucoin суховатая. И вот я планирую перенести хайлайтер и пользоваться этой палеткой комплексно, так сказать, максимально на нее подналечь и избавиться в этом году, чтобы она для меня стала носибельной. Рука к ней совершенно не тянулась, а теперь я надеюсь, что ситуация исправится, ну и от одного хайлайтера я избавлюсь.
И самая главная перестановка у меня будет вот в этих двух палетках. У меня вот так сейчас выглядит неон от Huda Beauty. Что я планирую сделать? Вот этот вот оттенок у меня вклеен намертво, он никуда не поедет. Вот этот оттенок я в ближайшую неделю планирую закончить. Это, считайте, пустышка. А вот эти вот 4 оттенка я хочу перенести в палетку Меркурий. Она у меня сейчас выглядит вот так. Здесь есть 2 рефила пустых. Здесь есть вот этот вот оттенок фиолетовый, он сухой. Я не хочу им пользоваться, не знаю. Возможно, выковырю его и просто закончу отдельно, но он отсюда уезжает. А вот этот вот оттенок я хочу смешать с вот этим оттенком. Они примерно похожи. Здесь просто блесточки разного цвета, ничего страшного, даже будет приятно, если они смиксуются. Так что вот так от этой палетки я в итоге избавлюсь. А эта палетка продолжит существовать у меня в проекте «100 использований». И потом я с ней к концу 2024 года распрощаюсь. Я хочу закончить в ней шиммеры, максимально израсходовать матовые оттенки, закончить ее естественным путем, потому что это памятная для меня палетка. Возможно, она бы и оставалась у меня в коллекции, но она подсыхает. Я хочу ее закончить и максимально уделить ей внимание. Она мне нравится, я ее люблю. Она очень красивая и качественная. Так что вот так. Я сейчас пойду это все перепрессовывать, переделывать. Может быть, что-то вам засниму вот, из того, что делаю. И вернусь к вам с результатом. Свое грязное дело. Давайте смотреть. Во-первых, все, гель Мара переехал в новую баночку. Все, это мусор. Большая, странная, жутко звенящая. Теперь гель живет вот здесь. Он совершенно новый. Я им начинаю пользоваться. Если не понравится, выброшу. Если понравится, спокойно закончу в этой банке. Она меня абсолютно устраивает. Далее я выковырила хайлайтер Sexy из своего странного домика. Он мне ужасно не нравился, очень объемный. И вот что я сделала. Я его просто приклеила на зеркало Ofra. И теперь у меня это будет как один продукт, потому что использовать я их буду вместе. Это как основу,
просто первый слой, а это уже как искорки. Мне кажется, они прекрасно друг друга дополнят, потому что этот слишком прозрачный и отдельные блески, а вот этот дает цвет и тускловат за счет этого. А вместе, мне кажется, они будут смотреться хорошо, так как мне нравится. Теперь это у меня вот один такой продукт. А это, соответственно, мусор. Мусор. Далее я перепрессовала хайлайтер от Catrice вот в этот рефил. И его оказалось по-странному очень мало. Я добавила еще однушку от Ofra. У нее был идентичный оттенок. Формула теней от Ofra подобных, они аналогичны хайлайтерам их. Поэтому я просто все это замешала и перепрессовала. Рефил сохнет. Я думаю, что цвет будет красивый, он мало изменится. Меня очень радовал вот этот вот хайлайтер, но зачем его хранить в однушке, когда можно оптимизировать палетку? Мусор. И далее палетка теней. Сейчас она выглядит вот так. Что у меня произошло? У меня произошла авария. Вот так выглядит палетка неон. Получается, вот этот оттенок, светлые блестки, я просто сюда перенесла. Вот так вот они выглядят, очень красивые. Вот этот оттенок я оставила и добью его в ближайшую неделю. Вот этот оттенок розовый, он отсюда не выковыривается, он пойдет на выброс. Вот этот вот шиммер перенесла вот сюда в палетку. А вот эти два зеленых оттенка матовых, видимо, я недостаточно нагрела феном в этот раз палетку, и они у меня плохо вытаскивались, поэтому я их перемешала, потому что один был слишком светлый, другой слишком темный. Перемешала и спрессовала их вот сюда. Это будет акцентный оттенок, я решила от него не избавляться, хоть он и разбился, хоть эти два оттенка и разбились. Я их смешала и сделала из них один, потому что у меня есть определенное видение макияжа вот именно вот этим и вот этим оттенком с какими-то более-менее нейтральными матовыми, типа рыженьких каких-то. Мне кажется, можно сделать очень красивый нюдовый макияж с зеленым акцентом. Именно поэтому я обязательно хотела оставить эти зеленые неоновые цвета, которые не успела закончить в 2023 году. Поэтому вот этот рефил тоже сохнет, он будет намного светлее, у него будет приятный, я думаю, оттенок чуть посветлее. В общем, это матча цвет, мне кажется, очень он классный. Вот этот вот шиммер я оставила, естественно, он такой лимонно-желтый, очень красиво. Вот такая получилась палетка. Этот цвет я сначала убрала, потом вернула, немножко переставила. Ладно уж, я его закончу. У меня получилась из этой палетки одна пустышка, здесь фиолетовый глиттер был, это тоже мусор. И вся вот эта палетка, ну, она почти пойдет в помойку. Я только закончу вот этот розовый оттенок вот на недельке, и все. Это будет косметический мусор. А вот этими я буду пользоваться, получается. Вот что у меня получилось в итоге в результате перестановки рефилов. Вот сколько получилось пустышек, мусора. И вот этими всеми средствами я их для себя оптимизировала. Ими я буду пользоваться. Девчонки, спасибо, что посмотрели. Я знаю, это видео не для всех. Я знаю, мало кто с этим заморачивается. Я таким образом делаю для себя продукты удобнее. Те продукты, с которыми я пока по какой-то причине не хочу расставаться. Спасибо вам большое за просмотр. Всем отличного дня, прекрасного настроения, любимой косметики, чудесных макияжей. Всем пока-пока!